Новые подробности злоключений Дональда Трампа в Турции. Спецслужбы подобную эвакуацию президента называют «игра в наперстке». Владимир Путин поднялся на ракетный крейсер аж в Южно-Сахалинске. Оттуда пригрозил захватывать корабли. Не уточнил, правда, где и какие. А Германия объявила о реформе спецслужб из-за гибридных угроз в Европе. Северная Корея снова испытывает ракеты, а на Тайване учится оборонять остров. Уникальное явление, полное солнечное затмение, можно будет наблюдать в Европе в ближайшие часы. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Начнем со срочной новости. Турецкий истребитель F-16 разбился во время учебного полета на северо-западе страны. Самолет упал в поле недалеко от города Ялова, после чего над местом крушения поднялся столб черного дыма. Пилот успел катапультироваться и выжил. Причина аварии пока неизвестна. Министерство обороны Турции начало расследование. Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов на базе Эндрюс после возвращения из Огайо. По его словам, с Ираном все идет хорошо. Потрясающие молодые спортсмены. Будущее нашей страны. Мы прекрасно провели время в Огайо. Просто замечательно. В стране все хорошо. Фондовый рынок показывает фантастические рекорды. За короткое время у нас уже 79 рекордов. Сейчас в Соединенных Штатах работает больше людей, чем когда-либо прежде, а цены быстро снижаются. С Ираном все идет хорошо, просто абсолютно нормально. Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Он под нашим контролем. Больше ни под чьим, только под нашим. Наш военно-морской флот невероятен, и дела у нашей страны идут отлично. Дальше. Прокомментировал Трамп и свой тайный полет из Анкары. Ну, это полностью решает секретная служба. Я просто делаю то, что они считают нужным. Я следую рекомендациям секретной службы и военных. Они хотели, чтобы я летел другим рейсом на другом самолете с таким же уровнем безопасности. Но они хотели, чтобы я сделал именно так. Поэтому я так и сделал. Я делаю то, что они говорят. Каков был характер угрозы? Полагаю, какая-то угроза действительно была. Я особо об этом не расспрашивал. Я получаю много угроз. Ну, этот самолет отправился в Англию, где его показали военнослужащим. Нет, я знаю, но он отправился в Англию, потому что военные хотели его увидеть. Он там остановился, его показали военнослужащим, а мы там пересели на другой самолет. Все это было сделано по просьбе военных, и я просто должен выполнять то, что они говорят. Они исходят из соображений безопасности, а я должен делать то, что они говорят. Ну, я не знаю. На самом деле, думаю, самолет, на котором летел я, подвергался большему риску. Думаю, риск был выше, потому что именно этот самолет могли выбрать целью. Полагаю, если бы они хотели атаковать президента, то скорее нацелились бы именно на него. Вы были удивлены, когда секретная служба сообщила вам об этой угрозе? Нет, не удивлен. Я получаю много угроз. Очень много угроз, о которых вы ничего не знаете. Любой значимый президент получает множество угроз. Незначимым президентам не угрожают. И я думаю, что, возможно, я самый значимый президент. Никто не сделал больше, чем я. Почти за 6 лет. Никто. Если честно, я ни о чем не беспокоюсь. Что бы ни случилось. Вы знаете мое отношение к этому. И я не доверяю Ирану. Почему вы говорите, что я доверяю Ирану? Я последний человек, который стал бы ему доверять. Они постоянно мне лгали. Сейчас мы полностью контролируем Ормузский пролив. Они его не контролируют. Мы полностью его контролируем. Он наш. И в какой-то момент они, возможно, что-нибудь предпримут. И тогда будут уничтожены. Но сейчас мы находимся в очень хорошем положении. Есть страна, которая была главным хулиганом на Ближнем Востоке 50 лет. На самом деле, 51 год, если задуматься. Верно? Мы 4 года говорили 47 лет, а теперь они больше не хулиган Ближнего Востока. Также Дональд Трамп прокомментировал праймерис республиканцев в Южной Каролине. Он поздравил Дарлин Грэм, сестру Линдси Грэма, с выходом во второй тур борьбы за место в Сенате. Я слышал, все хорошо. Что вы собираетесь сделать, чтобы помочь ей? Она только что позвонила мне, чтобы поблагодарить за поддержку. И здорово, что у нее все так хорошо. Она очень хорошая женщина, и у нее хорошие гены, потому что она родственница Линдси, а он настоящий профессионал. Посмотрим. Я сейчас ей позвоню. Она сама звонила мне буквально 2 минуты назад. С каким отрывом она победила? Она совершенно точно выходит во второй тур. И это хорошо. Все выглядит неплохо. Просто чтобы вы понимали, мне нравятся и другие участники этой гонки. Они все за Трампа. То есть все они сторонники Трампа. Но я поддержал ее. Я считаю, что она замечательная. На самом деле я сделал это в память о ее брате. И она действительно очень умная женщина. Знаете, Линдси любил свою сестру больше всего на свете. Он рассказывал мне о ней, говорил, что она просто выдающаяся.
Он даже говорил, что она лучше него. Линдси было не просто такое сказать. Так что она участвует в гонке и отлично справляется. В последние несколько недель вы несколько раз упоминали 2028 год. Сегодня на мероприятии тоже скандировали «Трамп 2028». Вы действительно рассматриваете возможность пойти на третий срок? Все задают мне этот вопрос. И вы знаете, что закон на этот счет очень строгий. Я бы с удовольствием баллотировался, но закон очень строгий. Меня об этом спрашивают постоянно. Даже сегодня на мероприятии люди кричали «2028». Все хотят, чтобы я это сделал. Но закон очень строгий. Большое спасибо всем. Подмена самолетов, закрытые иллюминаторы и тайная перевозка в машине кейтеринга. Так американские спецслужбы скрыли, на каком борту Дональд Трамп покинул Турцию. Операцию провели из-за возможной угрозы покушения со стороны Ирана. В июле Трамп прибыл в Анкару на саммит НАТО на недавно переоборудованном самолете, подаренном Катаром. Перед отъездом он неожиданно объявил, что полетит на старом Air Force One. Трамп поднялся на борт перед телекамерами. Но затем его незаметно вывезли из самолета в машине кейтеринговой службы. В ней его доставили к меньшему военному борту Се-32А, который и перевез Трампа в Великобританию. Старый Air Force One вылетел следом. На его борту находились журналисты и часть сотрудников Белого дома. Многие из них считали, что Трамп летит вместе с ними. Во время полета пассажиров попросили не открывать шторки иллюминаторов. Вероятно, это было сделано, чтобы снаружи нельзя было определить, кто находится в салоне. Бывший агент секретной службы Роберт Макдональд назвал такую схему «игрой в наперстке». Охрана использует несколько самолетов или автомобилей и меняет порядок их движения, чтобы скрыть настоящее местонахождение президента. В целом в этом нет ничего необычного, хотя я не могу вспомнить, чтобы использовался именно такой сценарий. Но подобные случаи уже были. Например, когда президент Клинтон во время визита в Индию отправился в Пакистан, или когда президент Буш в 2004 году на День Благодарения вылетел из своего ранчо в Кроуфорде в Афганистан. Используются разные схемы, чтобы сохранить информацию в тайне и не допустить утечки. Нужно помнить, независимо от того, старый это Air Force One или новый, все знают, как выглядит этот самолет. Все узнают его окраску. Теперь у нас появилась новая цветовая схема, к которой все со временем привыкнут. Но когда вы видите Boeing 747, который садится в местном аэропорту, вы понимаете, что это самолет президента. В таких ситуациях мы стараемся изменить привычную картину. Например, в США время от времени меняют порядок машин в президентском кортеже, как в Вашингтоне, так и во время поездок по стране. Машины не всегда следуют в одном и том же порядке. Вы также можете заметить, что у всех лимузинов одинаковые номерные знаки. Это делается для того, чтобы окружающие не могли определить, где именно находится президент. Мы называем это игрой в наперстке. Мы меняем маршруты, порядок передвижения и внешний вид, чтобы получить небольшое преимущество и помешать возможным злоумышленникам. По мнению Макдональда, обычного высокого уровня опасности было бы недостаточно для операции такого масштаба. Он считает, что спецслужбы могли получить сведения о конкретной угрозе. Однако ее подробности, вероятно, не раскроют. Мы находились очень близко к Ирану. Как утверждается, Иран потерял значительную часть своих военно-воздушных сил, одну из радиолокационных систем и другое оборудование. Очевидно, была обнаружена какая-то угроза. Если бы Boeing 747 летели с открытыми шторками и снаружи можно было увидеть свет и очертания внутри самолета, кто-то где-то, возможно, собирался причинить вред. Меня не удивляет, что все происходило именно так. Они проявили изобретательность и способность быстро адаптироваться. У секретной службы были непростые несколько лет, и ей пришлось перестроить свою работу. Пришлось пересмотреть подходы и снова уделять внимание каждой детали. Служба должна безупречно работать в 8 утра, а к 8 вечера работать еще лучше. Прозрачности в этой истории было немного, и это хорошо, потому что такую информацию нужно держать в тайне. Эксперт также не согласен с предположением, что журналистов и сотрудников Белого дома оставили в опасности как приманку. По его словам, оба самолета, скорее всего, находились под усиленной защитой американских и союзных сил. Се-32А с Трампом приземлился в Великобритании примерно в 10:20 вечера. Старый Air Force One прибыл через несколько минут. Как Трампа после посадки снова доставили к основному президентскому самолету, неизвестно. Владимир Путин приехал в Южно-Сахалинск примерно за 8000 километров от украинской границы и поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг». Там он наблюдал за военными учениями и говорил об усилении российского флота на Дальнем Востоке. Главной угрозой Путин назвал расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и рост напряженности в Арктике. Отдельно он выступил с предупреждением в адрес европейских стран,
которые обсуждают более жесткие меры против российского теневого флота. Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны, ее безопасности в азиатской тихоокеанском регионе в целом. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркну. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно быть целесообразно. Напомним, что Евросоюз уже ввел санкции против сотен судов, которые связывают с перевозкой российской нефти в обход ограничений. Некоторые из них задерживают для проверок. Путин назвал возможный арест и продажу таких судов пиратством и пригрозил ответными действиями. Где именно Россия может попытаться захватить чужие корабли, он не уточнил. Германия готовит крупнейшую реформу спецслужб с момента их создания. Разведывательные ведомства впервые получат право самостоятельно проводить оперативные мероприятия. Раньше их возможности были ограничены, а многие данные поступали от зарубежных партнеров. Этой реформой разведывательных служб мы фактически меняем всю архитектуру безопасности Германии. Впервые с момента создания спецслужб они смогут получить оперативные полномочия. Мы столкнулись с серьезной угрозой, с которой имеем дело каждый день. Германия ежедневно становится целью гибридной войны, шпионажа, диверсий, кибератак и тайных операций иностранных государств. Их цель — дестабилизировать Германию, нанести ущерб нашей стране и добиться политических и социальных изменений внутри нее. Связано ли это с попытками повлиять на Германию? Совершенно очевидно, что цель — оказать влияние как на политику, так и на общество. Насколько это эффективно, зависит от каждого конкретного случая. Есть ли связь с земельными выборами? Думаю, все мы понимаем, что подобные дезинформационные кампании особенно часто проводятся перед выборами в федеральных землях. Поэтому мы должны исходить из того, что эта цель также находится в поле зрения наших противников. В Берлине признают. Такая зависимость мешала быстро передавать информацию полиции и реагировать на угрозы без согласования с союзниками. Ранее мы неоднократно сталкивались с тем, что спецслужбы наших союзников, от которых мы во многом зависим, в том числе при получении разведывательной информации, не разрешали нам передавать эти сведения полиции или входящим в ее структуру службам безопасности. Это объяснялось оперативными соображениями. Решение оставалось за партнерскими ведомствами. Уже одно это показывает, насколько сильно были ограничены наши возможности. Без разрешения партнеров мы не могли самостоятельно принимать активные меры. Теперь это станет возможным. До сих пор, и это нужно признать объективно, во многих вопросах безопасности мы слишком сильно полагались на помощь наших партнеров. Проще говоря, мы чрезмерно зависим от поддержки спецслужб других стран. Во многих сферах такое сотрудничество сейчас представляет собой улицу с односторонним движением. Наша цель — укрепить собственные спецслужбы, чтобы по своим возможностям они больше не отставали от служб других европейских стран. 5 лет назад Талибан вернулся к власти в Афганистане. 15 августа 2021 года его отряды вошли в Кабул почти без сопротивления и заняли президентский дворец. Афганские силовики, которых годами поддерживали западные страны, фактически распались, а президент Ашраф Гани покинул страну. Возвращение талибов совпало с завершением вывода американских войск. Тысячи афганцев пытались попасть в аэропорт Кабула и покинуть страну. Некоторые цеплялись за взлетавшие самолеты. Во время эвакуации у ворот аэропорта смертник группировки «Исламское государство» совершил теракт. Погибли 85 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. После ухода последнего военного США талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они заняли Паншер,
последний крупный оплот сопротивления, и сформировали Временное правительство. Новые власти обещали обеспечить безопасность и улучшить жизнь населения. Однако в стране быстро усилились экономические и гуманитарные кризисы. Прекращение иностранной помощи привело к росту цен, нехватке продовольствия и массовой бедности. Ситуацию осложнили теракты, ответственность за которые брало на себя афганское отделение исламского государства, а также разрушительные землетрясения. Особенно жесткими стали ограничения для женщин. Им предписали закрывать лица в общественных местах, запретили посещать университеты и ограничили доступ к паркам и другим общественным пространствам. Эксперты ООН заявляли, что такая политика может быть расценена как гендерный апартеид. Талибы утверждают, что соблюдают права женщин в соответствии со своим толкованием исламского права. В 2025 году Международный уголовный суд выдал ордеры на арест 2 лидеров Талибана по обвинению в преследовании женщин и девочек. В том же году Россия первой официально признала правительство талибов. Спустя 5 лет Афганистан остается в международной изоляции и переживает тяжелый гуманитарный кризис. В 2026 году к этим проблемам добавились кровопролитные столкновения с Пакистаном и критический уровень недоедания в трети афганских провинций. Густой черный дым поднимается над нефтяным комплексом в ливийском городе Эс-Завия. Спутниковые снимки сделаны 11 августа после ударов беспилотников по резервуарам с топливом. Этот комплекс включает крупнейший действующий нефтеперерабатывающий завод страны. На следующий день атаки подверглась электроподстанция на юге города. Там начался пожар, без света остались обширные районы. После удара американская компания GSI остановила работы на местной электростанции и вывезла технических специалистов. Из общей мощности станции в 1300 мегаватт сейчас недоступны более 700. Кто стоит за атаками, пока неизвестно. Национальная нефтяная корпорация Ливии предупредила: если удары по энергетическим объектам продолжатся, компания может остановить работу и объявить форс-мажор. Эс-Завия находится к западу от Триполи и регулярно становится ареной столкновений между вооруженными группировками. 2 крупных зерновых терминала в российском Новороссийске остановили работу после ночной атаки. Об этом агентству Reuters сообщили 4 источника в отрасли. Повреждения получили Новороссийский зерновой терминал холдинга, Деметра и предприятие НКХП. Их общая экспортная мощность превышает 15,5 миллионов тонн зерна в год. Владельцы подтвердили повреждения. На НКХП заявили, что среди сотрудников пострадавших нет. Масштаб ущерба и сроки возобновления работы пока неизвестны. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны атаковали расположенную в городе российскую военно-морскую базу. По его словам, применялись воздушные и морские дроны, а также ракеты. О целенаправленном ударе по зерновым терминалам Киев не заявлял. Российские власти сообщили о 2 погибших в Краснодарском крае, среди них 8-летний ребенок. В Новороссийске, по их данным, ранены 8 человек. Повреждены жилые дома, предприятия и водопровод. Новороссийск – один из главных портов российского зернового экспорта. Однако оценить возможное влияние остановки терминалов на поставки и мировые цены можно будет только после уточнения сроков ремонта. Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону восточного побережья. Об этом утром 12 августа сообщило агентство Йонхап со ссылкой на военных Южной Кореи. Пока не уточняется, что именно было запущено и куда упал снаряд. Стоит отметить, что запуск произошел за несколько дней до начала крупных совместных учений Южной Кореи и США. Они запланированы с 17 по 27 августа и должны отработать действия военных с учетом развития ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Это уже 2-й запуск Северной Кореи в августе. Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР выпустила баллистическую ракету малой дальности в сторону моря. Пхеньян в последние годы активно развивает ракетную программу. В его арсенале есть межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые системы и крылатые ракеты. В октябре прошлого года Северная Корея также показала новую межконтинентальную ракету «Хвасон-20». По оценкам, ракеты этой серии способны достичь территории США. Однако остаются вопросы к точности наведения и способности боеголовки выдержать возвращение в атмосферу. С технической точки зрения, ракетные возможности Северной Кореи становятся все более продвинутыми. Возможно, Пхеньян не хочет сразу раскрывать подробности этого прогресса внешнему миру через сообщения государственных СМИ. Таким образом, Северная Корея может пытаться скрыть свои возможности и одновременно косвенно показать, насколько далеко они продвинулись. Это может быть попыткой постоянно повышать уровень ракетных возможностей Северной Кореи, демонстрируя их в реальных боевых условиях. Это также может быть способом показать сотрудничество России и Северной Кореи через непосредственное применение ракет в войне в Украине. Однако пока нет четких данных, ни официальных, ни из других источников, о том, что северокорейские ракеты широко применяются в российско-украинской войне. Тайваньские военные отработали ночную засаду на колонну условного противника.
Спецназ использовал разведывательные дроны, снайперские группы и противотанковые комплексы «Джавелин». Цель учений — остановить продвижение колонны и нарушить управление ее подразделениями. Военные также тренировались пополнять боекомплект комплексов «Патриот» после условного боя. Так армия проверяет, сможет ли система противовоздушной обороны продолжать работу при длительных атаках. А на авиабазе на юге острова военные обнаружили условный беспилотник, подавили его средствами радиоэлектронной борьбы и перехватили. Маневры проходят в рамках ежегодных учений Ханькуан. Во время них Тайвань отрабатывает защиту острова на случай возможного нападения Китая. Пекин считает Тайвань частью своей территории и не исключает применение силы для установления контроля над островом. Европа готовится к полному солнечному затмению. Полную его фазу можно будет наблюдать вечером 12 августа. В Испанию уже съезжаются любители астрономии из разных стран. Возле обсерваторий и на пляжах готовят площадки для наблюдений. Защитные очки во многих магазинах, аптеках и туристических центрах закончились. Некоторые партии раскупили всего за 2 дня. К слову, для Испании это первое полное солнечное затмение, видимое с Иберийского полуострова с 1912 года. В течение этих 1,5 минут я надеюсь увидеть величие природы и пережить этот момент вместе со своей семьей. Потом, кажется, будет еще и метеорный поток. А после мы сможем поделиться этой историей. Мы часто тратим деньги на пустяки вместо того, чтобы вложить их в возможность увидеть такое прекрасное и удивительное зрелище. Хочется увидеть это и пережить приключение, которое больше никогда не повторится. А потом, надеюсь, можно будет рассказать об этом другим. Мы очень многого ждем, потому что никогда раньше не видели ничего подобного. Просто хотим увидеть, как внезапно стемнеет. В половине 9 вечера неожиданно наступит темнота, а потом снова станет светло. Мы с 3 моими детьми с нетерпением ждем этого. В Исландии к затмению готовят высотный самолет WB-57. Он поднимется выше облаков и с помощью специальных камер будет снимать солнечную корону. Ученые также проследят, как внезапная темнота и снижение температуры повлияют на атмосферу Земли. Главная задача миссии — снять затмение. Научная группа хочет получить данные о самом затмении и солнечной короне. Моя задача — вывести самолет в нужную часть воздушного пространства точно в нужное время. Так мы сможем как можно дольше наблюдать полную фазу затмения, а ученые — собрать как можно больше данных. На заднем сиденье я буду управлять 6 камерами, настраивать фокус и выдержку, следить за интересующими нас объектами. И все это одновременно. Там я чувствую себя немного осьминогом, но это, конечно, очень захватывает. Самое сложное — это у нас будет только одна попытка. Нужно все сделать правильно с первого раза, возможности повторить не будет. Конечно, это красивое и захватывающее зрелище, но на заднем сиденье нужно работать. Ты очень занят, а возможности повторить все еще раз нет. Поэтому это не только интересно, но и связано с большим напряжением. Нужно сделать снимки и собрать максимум данных. Каждую секунду камеры будут делать 20 кадров. Любой из них может показать что-то интересное и помочь нам узнать о Солнце нечто новое. В индонезийской провинции Западный Калимантан спасают орангутанов из лесов, охваченных пожарами. Сотрудники Фонда защиты животных обнаружили самца по кличке Вак в опасном районе округа Китапанг. Орангутана усыпили с помощью специального дротика, поймали сеткой и перевезли в безопасную часть леса. Спасатели опасаются, что помощь понадобится и другим животным. Пожары уничтожают небольшие участки леса, где обитают орангутаны, и лишают их пищи. Из-за этого животные могут выходить к деревням и плантациям, что повышает риск столкновений с людьми. Во время сильных пожаров 2015 года специалисты переселили в безопасные районы более 60 орангутанов. С января по июнь этого года огонь прошел более 107 тысяч гектаров земли в Индонезии. Это вдвое больше, чем за тот же период 2023 года. Дым уже достиг соседней Малайзии. В 11 районах штата Саравак качество воздуха признали опасным для здоровья.